Сегодня мы с вами будем печь хачапури. Мало того, что у меня есть несколько замечательных рецептов дрожжевого теста, выпечка из которого получается как пух, но и начинка в моих хачапури нежная и вкусная. И не только пока они горячие, но и когда остынут. Сразу делаем тесто. В кефир комнатной температуры высыпаем столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли и сухие дрожжи. Оставляем это минут на 10, чтобы дрожжи и сахар растворились в кефире. Делаем для того, чтобы проверить дрожжи на качество, а еще дрожжи, активированные таким образом, быстрее подходят потом. Теперь выливаем сюда растительное масло. Тут же высыпаем в чашу просеянную муку. Ложкой или лопаткой начинаем замешивать очень мягкое, липнущее к рукам тесто. Затем я вымешиваю тесто прямо в чаше рукой около 5-6 минут. Повторюсь, тесто очень липнет к рукам, и его нельзя забивать мукой. Если вы хотите, чтобы тесто подошло быстро, чашу с тестом накрывайте крышкой и ставьте в кастрюлю с теплой водой, 40-45 градусов температура. А если собираетесь готовить из него на следующий день, уберите тесто в целлофановый пакет и холодильник. Кстати, в этом случае сухие дрожжи можно не активировать, а сразу смешивать с мукой и замешивать тесто. Пока тесто подходит, делаем начинку. Для начинки я беру сыр сулугуни и тру его на крупной терке. Но чтобы начинка получилась более нежная и в остывшем виде, не стала резиновой, я к сыру обязательно добавляю немного сметаны, майонеза и творога. С такой начинкой даже на следующий день хачапури будут бесподобные. По желанию сюда можно добавить немного зелени. И вот так замечательно подошло наше тесто. Выкладываем его на рабочую поверхность, обминаем и делим на 7 равных частей. Обминаем каждый кусочек, формируем из него шарик и даем расстояться еще минут 10. Теперь прямо в чаше делим начинку на 7 частей и начинаем делать хачапури. Раскатываем кусочек теста в небольшую лепешку и щедро выкладываем на нее начинку. Объем начинки не должен быть меньше, чем объем кусочка теста. Как видите, начинки в хачапури должно быть много. Защипываем лепешку, собирая ее края юбочкой. Растаптываем лепешку на столе сначала руками, а затем с помощью скалки. Раскатываем до тех пор, пока тесто не станет очень тонким. У меня диаметр хачапури получился 15-16 см. Выкладываем хачапури на противень, застеленный бумагой для выпечки, и даем расстояться минут 10. А сами тем временем делаем обмазку, чтобы хачапури получились красивого золотистого цвета. Смешиваем в чаше одно яйцо и по 1 столовой ложке сметаны и растительного масла. Смазываем сверху хачапури этой обмазкой и накалываем вилкой, чтобы выходил воздух. Можно даже дырочку посередине сделать. У меня на один противень поместилось 3 лепешки с сыром. Выпекаем хачапури в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20-25 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. Пока пекутся эти хачапури, делаем следующие. Ну и вот такая красивая вкуснятина у нас получилась. Горячие хачапури сверху щедро смазываем сливочным маслом, чтобы корочка стала мягкой. В остывших хачапурях сыр, конечно же, не так течет, но все равно начинка остается мягкой и нежной. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт, и вы обязательно приготовите хачапури по этому рецепту. А в комментариях напишите, что у вас получилось.